Так, Винни, для начала выясним первопричину твоей тревожности. Что тебя тревожит? Да меня дохуя чего тревожит. Назови что-то одно. Ладно. Все стало как-то... Все стало так дорого. Даже удовольствия никакого. Здравия. Что касается мясных консервов и тому подобного типа гречки с мясом, это просто ужас сегодня. Туда запихивают все отходы производства. Рога, копыта, хрящи, кожу и тому подобное. Перемалывают и превращают в некую биомассу, которая потом живет своей жизнью. И ее добавляют куда могут. Да, есть нормальные консервы, но они стоят, соответственно, космических денег. Можно найти более или менее нормальные рыбные консервы, но там также придется попотеть. Даже шпроты в масле в основном говно пересушенное. Разные лососевые в принципе нормальные. Но во всех консервах куча консервантов, чтобы они могли на складах пролежать несколько десятков лет. Ящик рассказывал, что в Англии уже трупы перестали разлагаться из-за консервантов. Если нет цели турпохода на Северный полюс, то такое лучше вообще не есть. Тем более, что цена же космос, даже на рыбные консервы. Проще купить рыбину и сварить. Но и на замороженную рыбу цены также зашкаливают. Думаю, скоро начнут ее резать на микродозы, как и колбасу нынче, а то будет не продать вовсе. Замечаю в очередях, что народ поголовно просит нарезать колбаску тонко, тупо заморить червячка на пару бутеров. Еще пару недель назад ходил, покупал выпечку, подумал, мол, полные коробки, видимо, свежая. Только привезли, набрал много разного. Причем обратил внимание, что кусковые тортики типа медовика теперь порезаны еще вдвое, типа мини-версия. И какое было удивление, когда начали все это есть. И оказалось, что все лежалое, пересохшее. Короче, народ явно нищает и переходит на питание только основным. Слава Путину и Мишустину, ёпта. Максимально распространяйте эти ролики. Возможно, они многим помогут. Тем более, что пенсии начинаются от 8 тысяч в месяц нынче. И половину надо на квартплату отдать. Конечно, есть и дауны-говноватники с нормальной зарплатой, которые не понимают, что их скоро придут грабить соседи. Ведь голова у них глубоко в заднице, и они тупо не обращают внимания на окружающую действительность. У меня на подъезде периодически отопители вешают объявления, что долги у полдома, и там по сотни тысяч якобы долга на квартиру и больше. Но эта тема, что ЖКХ уже оплачена правительством, идет прямой геноцид населения частными фирмами, находящимися под крылом какого-то очередного заднеприводного барина из Госдуры. Опять Остапа понесло, вернемся к списку. Каши. Гречка. Злые языки говорят, что и кормят скот в чайне, и нас тут. Остальной мир ее вообще не ест. И сам ее недолюбливаю, и ем редко. И с ней требуется быть осторожным. Если почувствуете горечь, тут же выкидывайте. Даже пару ложек вызовет моментальное отравление. Будете полдня вызывать Бэтмена в очко связи. Чтоб сильно не разваривалось, можно обжарить до варки. Яичницы, в принципе, можно есть. Но такое. Хоть нам и рассказывают, что она прям мега полезная. Манку, перловку, пшенку мы, в принципе, не едим. Местами из-за здоровья нельзя. А вот рис нравится, берите пропаренный. Там витамины из кожуры в зерно переходят. Желтый горох, в принципе, мегапродукт. Куча протеина. Впрочем, как и во всех бобовых. Можно ими заменить мясо, в принципе. Есть продажи колотый, быстрее сварится. Макароны лучше из твердых сортов. Специально добавил позицию хрючева из дешевой муки. Она поднимает сахар в крови, гликемический индекс и все такое. Пятерочка же выручает с ее маркой. Кунжут – это для пенсионеров рекордсмен по количеству кальция для костей. Рекомендация врача по 17 грамм в день есть. Посыпайте бутеры с маслом, каши, творог и так далее. Теперь переходим к закупке на неделю. Кило капусты жарить с чем-то или сырой грызть. Картофеля заложил 5 килограмм. Но это мой любимый продукт по сути. Может, белорус? Бульбаш типа. Морковь пару кило на месяц вполне хватит для соков и для жарки с остальным хрючевым. В главе о рецептах расскажу. Свекла богата сахарами. Особо не жрется, но сварить штуку, как закуска с чесноком и мазиком, той же яичницы с картошкой или вареной картошки, но просто бомба. Лук репчатый для жарки и выращивания вершков. Чеснок, сами понимаете, хорошо микробы убивает. А зимой хорошо поддерживает иммунитет. Особо острого мне нельзя, но можно жарить с чем-то и так далее. Ем его мало.
Интрига сохраняется. Осталось совсем чуть-чуть. Увидимся в следующем ролике. Всем добра, здоровья, процветания и денег.